Всем доброго времени суток. В общем, этот выпуск будет полезен тем, кто заказывает с Алиэкспресс и не только компьютерное железо. Много есть в сети случаев, когда сами китайцы отправляют некачественный, ну или вообще другой товар, который к заказу не имеет никакого отношения. А вот мой случай это когда наша Почта России положила руку. И что самое интересное, что никому ничего не получилось доказать, хотя это отчасти и моя ошибка. Когда мы что-то заказываем, не одну вещь и не обязательно у одного продавца, но приблизительно в один промежуток времени, примерно пару дней, все заказы обрабатываются почти одновременно и попадают на таможню. Судя по всему, сначала на китайскую, а затем на нашу. И вот на нашей таможне все посылки, которые идут одному покупателю, опять-таки вне зависимости от продавцов, складываются в одну большую посылку. И как я понял, дабы избежать видимо кидалова, ну или потери посылки, суммируется вес каждой посылки, которая была упакована в одну большую. То есть этим решается проблема, мол, было 5 посылок по 100 грамм каждая, теперь они все в одной большой с весом 500 грамм. С этим все ясно, а до того, как они упаковываются в одну большую, сначала проходят регистрацию и им клеятся новые стикеры с адресом доставки и всей прочей информацией. Получается, принимаются нашей почтой, и наша почта клеит то, что понимает сама, в том числе и на русском языке. Так вот, я получил один большой пакет, в котором было несколько мелких пакетов. Таможню они, естественно, прошли, о чем говорили стикеры, и один большой пакет. Вес соответствовал также, но посылок не было, а точнее содержимое было заменено, так как вес-то соответствовал заявленному. А все дело в том, что посылки срезали, положили рис, причем один пакет целый, а второй вскрыт, и немного сверху риса было слито, ибо нужно было уложиться в вес. А вот моя ошибка была в том, что я не снимал на видео само вскрытие пакета и не скрывал его в почтовом отделении. И вот в итоге никому ничего доказать не смог. Конечно, открывал спор на Алиэкспресс, сказал, мол, обратитесь в свое почтовое отделение. И даже продавцы высылали фото и видео, как подготовили пакет, положили то, что я заказывал, и запечатали с присвоением трек-номера. И тот же трек-номер был под новым стикером Почты России, то есть там проблем нет, а почта наша утверждала, что это китайцы сделали. Теперь к сути этой проблемы. Если даже вы заснимете на видео распаковку, Алиэкспресс может сказать, что это проблема нашей почты, а не их, и в принципе они будут правы. Как выход из ситуации, можно напрямую связаться с продавцом, а можно также открыть спор и надеяться, что команда Алиэкспресс будут к вам лояльны. Ну ладно, не смог я вернуть деньги и поэтому заказал по новой. Так как сборка была, скажем так, заказана через меня, я был исполнителем. На этот раз все было на месте и без риса. И вот я и собрал всю сборку, наконец-то подумал я, но и тут меня ждал подвох. Процессор оказался паленый, так как система через какой-то промежуток времени, неизвестно какой, вырубалась или висла. Успел я сделать тесты, они будут чуть позже, и в итоге, открыв повторный спор, так и не смог опять-таки ничего доказать. Но так как сборку в таком виде оставлять нельзя было, я поставил туда временно свой процессор, который был у меня. Это i3-2120 или i3-3220, я уже и не помню. Но было предположение, что процессор может заработать без зареканий на другой материнской плате. Не знаю, с чем это связано, но и так бывает. Да, я прошивал BIOS, также осматривал на наличие каких-то механических повреждений на плате, ну или выхода из строя каких-то компонентов, но все было нормально. А процессор я продал с гарантией другому человеку, и он у него работает вот уже недели 2 или 3. С моей материнской платой он не захотел и день проработать нормально. Если кто знает, в чем может быть проблема, пишите в комментариях, а то я сам чего-то не догоняю, в чем фишка такого поведения. Ну а теперь буквально пару тестов, ну и покажу из видеоряда то, что есть, чтобы вы визуально увидели этот системный блок, который был собран с огромным трудом. Процессор E3-1270, это полный аналог i7-2600, тот же техпроцесс, тоже ядро, нет только графического ядра и ТДП ниже из-за этого. Оперативки было две планки по 8 гигабайт каждая от моей любимой фирмы Виньеда, работали на частоте в 1600 МГц. Кстати, охладно процессор взял снеговика, материнская плата от фирмы Asus P8H67MLE, где M это micro ATX, есть она у меня в сборках, обычная плата, ничего особенного.
Также с Али взял SSD на 120 гигабайт, в местном магазине жесткий диск на 1 терабайт, блок питания тоже, кстати, блок хороший от Corsair CX 750 на 750 Вт, БУ. Корпус взял по месту, и он от фирмы от First Player, модель Fire Rose, огненная роза типа. Красивый корпус с каленым стеклом и в принципе все вроде сказал. Кроме, конечно же, карты, и она GTX 1050 Ti в исполнении, кажется, MSI, не Gaming X, это было проще, и все же результаты у нее хорошие. Ну а теперь тесты, и их, по правде говоря, не очень-то и много, но надеюсь, они вам что-то покажут, не до тестов было, сами понимаете. Ну давайте по традиции начну с синтетики процессора и Cinebench R15, посмотрим, что тут будет. Напоминаю, это аналог i7-2600. Ну и результат 606 очков. К примеру, i7-3770 выдает под 700 очков. Результат, на мой взгляд, очень даже хороший. Ну а теперь тот же тест, но уже в более новой версии Cinebench R20. Не знаю, в чем между ними разница, но просите и его. Тут результат 1301 очков. Это лучше, чем i5 третьего поколения. В таблице показано. Так, чтобы там не было, камень за свою цену очень даже хороший. Ну а теперь тест производительности видеокарты Farmark, летающий бублик который в разрешении Full HD. Лагов нет, а значит результат должен быть нормальным. Ну, в принципе, 2518 очков неплохой результат, это и было понятно, так как это 1050 Ti, карта все еще что-то может. Друзья, чтобы там с заказами с Али не было, все равно и я, и вы заказывали, заказываете и будете заказывать. И поэтому у меня для вас кое-что есть. Мне моя партнерка дала купон для моих зрителей, то есть для вас. Все просто, применяйте купон, получаете скидку для своих заказов. Тем более, тут главное событие надвигается 11.11, Всемирный день шопинга. Да, в принципе, оно длится недели 2 со всеми своими бонусами. Ну а теперь пару тестов в играх, оставлю это без комментариев, просто под музыку, смотрите и делайте свои выводы, а мнение пишите в комментариях.
When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground. На этом все, друзья. Буду благодарен за ваш лайк, подписку, ну и за колокольчик. Это поможет продвижению ролика и канала в целом. И у меня будет стимул снимать для вас много разных и интересных выпусков. Стараюсь ими принести пользу в виде информации. На этом мой этот выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.